Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске мы испечем лимонный пирог. Мне очень нравится выпечка с лимонами, и сегодня я покажу вам один из самых моих любимых рецептов. Его особенность в том, что выпекается он быстро и просто, и при этом получается легким, воздушным, обладающим не банально кислым вкусом, а приятным цитрусовым ароматом. Такой пирог способен вмиг поднять настроение и подарить незабываемые яркие эмоции. Итак, приступим. Сначала приготовим заварной крем, потому что после приготовления он должен остыть. В миску разбиваем яйцо, добавляем 1 желток, часть сахара и крахмал. Все перемешиваем миксером. В кастрюлю, желательно с толстым дном, наливаем воду, добавляем оставшийся сахар, лимонный сок и цедру лимона. При этом цедру необходимо срезать с лимона тонким слоем, потому что потом ее нужно будет удалить. Смесь подогреваем, но не доводим до кипения. Часть горячего сиропа вливаем в миску с желтками, не останавливая миксер, перемешиваем. После этого получившуюся массу вливаем в оставшийся сироп, из которого предварительно удаляем цедру. Постоянно помешивая, варим крем на среднем огне, пока он не загустеет. Загустевший крем провариваем еще 4-5 минут на медленном огне, не переставая помешивать. Так мы добьемся правильной консистенции. После чего выкладываем крем в миску, накрываем пленкой в контакт и даем остыть. Теперь переходим к приготовлению бисквита. Отделяем белки от желтков. Белки взбиваем с щепоткой соли до получения устойчивой пены. Желтки взбиваем с сахаром в отдельной посуде до получения пышной светлой массы. Постепенно тонкой струйкой вливаем лимонный сок и растительное масло. Потом добавляем цедру лимона, натертую на мелкой терке. Сюда же просеиваем муку с разрыхлителем и добавляем крахмал. Хорошо перемешиваем миксером. Затем добавляем взбитые белки. Аккуратно перемешиваем лопаткой или ложкой, чтобы белки не осели. Тесто выливаем в форму, покрытую пергаментом или смазанную сливочным маслом и присыпанную мукой. Форму ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем до готовности. У меня это заняло около 40 минут. Готовность проверяем зубочисткой или деревянной шпажкой. Готовый корж достаем из духовки и остужаем. Перед сборкой пирога крем пробиваем миксером в течение нескольких минут. Бисквит разделяем на 2, можно на 3 части. Крем выкладываем ровным слоем между коржами. Перед тем, как подавать, лучше оставить пирог на несколько часов, а то и на ночь, чтобы он пропитался. Украсить пирог можно любым удобным способом. Этот пирог можно испечь в любое время года, ведь лимоны есть в продаже практически всегда. Зимой он напомнит вам о тепле и солнце, а летом подарит свежесть и хорошее настроение. Приятного вам чаепития! Для вас магия простых рецептов.